Всем привет! Сегодня я покажу вам, как легко и просто нарисовать несколько видов деревьев, а точнее мы сегодня разберем 8, но я вам покажу принцип, по которому вы сможете нарисовать дерево любой породы, семейства и так далее. Это для того, чтобы вы смогли более точно переносить, делать более точными ваши пейзажи, быстрее это делать и комфортнее. Так вот, что нам нужно для того, чтобы нарисовать дерево? У каждого дерева есть ствол и есть крона, на которой расположены листья. И для того, чтобы схематично и быстро перенести дерево, детализацию мы сейчас не затрагиваем, нам нужно понять характер каждого дерева. То есть у каждого дерева ствол растет по определенному, то есть у кого-то узловатый, у кого-то прямой, у кого-то разветвляющийся, у кого-то тонкий, толстый и так далее. А также как набита крона каждого дерева. То есть либо это такие очень редкая крона с воздухом, либо это плотно набитая крона, либо это кучерявая, либо какая-то вздымающаяся вверх и так далее. То есть по вот этим простым, понятным признакам вы сможете легко и просто нарисовать дерево, и оно будет узнаваемо. Мы сегодня разберем 8 таких основных деревьев, которые вы встречаете, я думаю, на улице, и которые, возможно, вам пригодятся в пейзаже. Так вот, начнем с самого простого. Мы начнем с ели, которые все привыкли просто такими треугольничками рисовать, условно. Но на самом деле, если посмотреть на ель, то у нее ветки растут наверх. И иголки тоже расположены наверх. То есть, да, она конусообразная, то есть, да, у нее есть общая форма вот этого конуса. При том, что как раз-таки у нее ствола не видно, потому что зачастую нижние ветки у нас полностью скрывают. Это тоже характер этого дерева, потому что затем мы разберем сосну, с которой часто путают ели сосна. Мы сейчас разберемся, потому что это абсолютно разные деревья, хоть из одного семейства. Так вот, у нас получается у ели нету ствола, и она вот такой вот у нас конусообразной формы, и все ее ветки, они расположены по кругу. То есть не хаотично, а все-таки такими ярусами они у нее расположены. Но, как мы видим, здесь все наверх направлено. То есть приблизительно где-то здесь внутри должен быть ствол, и ветки вот так вот расположены. То есть они не вниз, а все-таки наверх. То есть когда рисуют вот так вот, как в детских открытках, это немножечко неверно. Поэтому для того, чтобы правильно передать форму и характер ели, нам все-таки нужно опираться на ее реальное изображение, и мы можем делать это, обрисовывая ее контуры, все-таки направляя это все наверх. То есть, да, она у нас будет конусообразная, но у нас будут вот такие вот отдельные веточки. За счет того, что у нас иголки, мы все равно их обобщаем, потому что, конечно, прорисовывать каждый лепесточек мы не будем. Если это у вас не самый передний план, то все-таки нужно это делать схематично. То есть, чем передний к нам план, тем мы сильнее продетализируем. Здесь же у нас задача показать все-таки схематически. То есть вот так вот можно деревья рисовать на втором-третьем плане. Если у вас какой-нибудь пейзаж, где-нибудь там на фоне речки это все стоит, вы можете условно это все нарисовать, но за счет того, что вы будете следовать характеру ваших деревьев, вы можете очень определенные, четкие и узнаваемые деревья посадить в вашем лесу, в вашем пейзаже. И за счет того, что у нас объемная все-таки елка, она к нам разворачивается, и, как видите, здесь наверх идет, но чем ближе к нам, тем площадь она становится, и здесь уже у нас на нашем уровне, то есть уже не наверх идут наши иголочки, наши веточки. Примерно так это получается. Сейчас я сделаю это линером, для того, чтобы нам было удобнее и виднее, и сделаем цветом. Когда работаете линером для деревьев, очень хорошо, если ваша рука сильно трясется, потому что чем менее четкий контур, тем более живописно получается ваша работа, потому что в живой природе практически нет четких линий разделений, только в определенных моментах, в определенных состояниях. Поэтому чем более вы это все делаете кучерявенько, тем лучше, тем живее ваша работа. Сейчас мы еще немного доработаем цветом, и вообще наша елочка заиграет. Тем более, что
когда мы сейчас будем работать с цветом, еще очень характерно для елок именно то, что они достаточно холодные, то есть у них холодный оттенок зеленого, и как бы в характере каждого дерева и его собственный оттенок зеленого. Что у нас потом будет еще дуб и береза, они тоже очень сильно друг от друга отличаются, конечно же. Примерно так это все будет. Сейчас я немного уберу карандаш, чтобы он нам не мешал. Так. Теперь смотрим. У нас, получается, светлые моменты снаружи получается. То есть для того, чтобы слепить как бы цвет ели, нам нужно в основном проложить вот эти тени в глубине. То есть мы все-таки полную заливку, скорее всего, не будем делать. Просто в основном проработаем тени и потом немножечко протянем на свет. Итак, за счет того, что она у нас такая белесая, мы рисуем акварелью, то у нас не получится такого прям сильно белесого варианта. Мы можем сразу красивого изумрудного взять и немного классического ультрамарина. Я бы даже немного взяла еще какого-нибудь синего, чтобы это все углубить, и даже, наверное, коричневого. Примерно так. И прорисовываем такие основные кусочками моменты. То есть за счет того, что это дерево, у нас не будет четкого разделения на свет и тень. Все равно это все объемное, это все живое, оно все большое, такие большие красивые формы, лапы дерева. Поэтому не будет у нас такого сильно большой заливки цвета. Но внизу, конечно, тени будет побольше, потому что ну, как бы она под тяжестью своих, ну, как бы внизу ель начинает сама себя уже перекрывать сильнее. То есть сверху она будет максимально светлая. Вот именно так. У меня есть еще такой цвет дюна. Это один из цветов, которые с белилами уже идут. Я им хочу проработать немножко свет, немного светлее нужно. Даст такой белильный оттенок. Но если у вас нету такого цвета, то можете просто очень светлым ультрамарином, изумрудом пройтись. У нас немного тень слилась. Сейчас все немного подсохнет, и мы доработаем нашу ель. Итак, моя елочка подсохла, прошло немного времени, и я хочу еще немножко углубить тень. И возьму бирюзовый. Он дает красивый оттенок. И еще немножечко проходимся по теням. Вот тут, видите, немного не досохло, но зато красивый эффект. Это тоже иногда бывает красиво, когда один цвет переливается в другой. Примерно так. Продолжим наше исследование. Теперь у нас сосна. Как вы видите, это совершенно другое дерево. Они похожи, их часто путают, но как бы то, как растет сосна и как растет ель, это абсолютно разные вещи. Так вот, что мы видим с нашей сосной? Дело в том, что здесь уже ствол очень сильно виден, плюс сосна, она очень высокая. То есть, в принципе, они еще и в разных регионах живут, потому что ели, насколько я знаю, нужно достаточно много воды, а сосны растут в тех местах, где воды очень мало, и за счет вот этой своей формы и очень длинных корней они могут доставать до подземных вод. И это как бы питает их. Плюс, видите, здесь ветки такие очень широко расставлены и лапами такие идут. То есть длинная-длинная ветка и хлоп, такая шапка вот этих всех иголочек. То есть крона совершенно другая. Вот как бы крона здесь и крона здесь — это совершенно разные вещи. Давайте нарисуем нашу сосну прямо рядышком с елью, даже под ней вот так вот нарисуем. Итак, у нас здесь уже длинный ствол. Длинный, такой достаточно тонкий, как мы видим, который венчается шапкой.
все-таки, видите, здесь такая достаточно плотная шапка, но все-таки можно прям разделить на вот такие отдельные ветки, ну, как бы такие группы веток. Это то, что уже отличает достаточно сильно от других. Опять у нас такой кучерявый, немножко нервный карандаш. Сейчас мы немного прорисуем кроны и добавим ветки. И вот примерно так как-то это у нас идет. Так, вот нижние лапы, которые совсем такие ушли сюда. Вот здесь. Ну вот и совсем маленькая такая. Так, мне здесь немного не хватает места, но будем считать, что все-таки ствол там немного длиннее. Так, теперь добавляем ветки. Так, где-то так. То есть как бы условно, конечно, мы их располагаем, потому что мы не можем проследить все ветки, но как бы предполагается, что есть одна основная ветка, и дальше тут уже много маленьких. То есть каждой нашей вот этой кроне нужно все-таки провести по одной ветке, как минимум. Так, здесь вот так. И они, видите, такие как бы идут и выгибаются наружу. То есть они, когда растут, они под тяжестью вот этих своих лап, они немножко прогибаются. И это тоже как бы создает такой характер очень определенный этого дерева. Так, теперь линер. И будем цветом. И по цвету, как видите, она сильно отличается. То есть, скорее всего, за счет того, что сосна живет в более засушливых таких моментах, то она с желтинкой. То есть очень часто появляются желтые такие иголочки. И за счет этого она очень теплая по сравнению с елью. Вот здесь для того, чтобы показать такую большую воздушность, что крона не плотная, вы можете делать вот эти кусочки прям отдельно, то есть не совмещая их с общей шапкой, которую мы прорисовываем. Можно делать прям сильно отдельно. Это даст воздуха вашей веточке, которую вы прорисовываете. Ну, как бы, если характер позволяет, можно это делать, это выглядит достаточно симпатично. И как бы, опять-таки, подчеркивает характер того дерева, которое вы рисуете. Теперь нам понадобится как раз-таки тепленькая красочка, хотя для начала, наверное, все-таки ствол прорисую для удобства, чтобы потом уже на него не отвлекаться. Он тоже достаточно такой темный и немножко с краснинкой. На самом деле, когда от сосны отделяется кора, то под низом остается такое розовато-красноватое, как не кожа, в общем, внутренность этого дерева. Вот какой-то такой у него характер. На самом деле очень красивая кора, когда она отделяется. Итак, теперь смотрите, за счет того, что у нас есть отдельные вот эти вот кромки, такие лапы, как я их назвала, наши кроны, то их удобнее будет как бы отделять и прописывать отдельно. То есть здесь у нас была общая масса, а здесь мы как бы пролепим массу каждой вот этой отдельной ветки для того, чтобы они все-таки были более объемными. Для этого мы берем какой-нибудь теплый зелененький. Сейчас что-нибудь наберу. Вот такой яркий зеленый. Это будет такой все-таки более средний тон. И посматривая на фотографию, мы все равно... Там, где вот они смыкаются, лучше делать как бы вот здесь тень, а вот здесь у нас будет цвет. И это сразу выдвинет как бы вот эту ветку наперед. Так. Ну, тут за счет того, что все равно это как бы неоднородная масса, мы, конечно, это все так более хаотично делаем, но какой-то смысл мы в это изначально вкладываем. То есть мы предполагаем, какая ветка за какой у нас расположена. Так. И как бы, конечно, сверху они будут лучше освещены, а снизу все-таки будет у нас тень. Это как само собой разумеющееся.
Вот здесь, кстати, от вот этой ветки у нас тень падает, тоже можно обозначить. Потому что как раз вот это у нас находится ниже и немножко дальше. Вот здесь тоже тень за счет того, что это тоже перекрыто уже несколькими ветками верхними. То есть чем ниже ветки, конечно, они будут тем темнее, потому что все равно верхние ветки на них уже наложили определенную тень. Поэтому можно даже немного темнее взять уже. Мы это уже себе можем позволить. Сейчас я немножко пройдусь вот этим же цветом, немного сверху. А вот это вообще, она как-то так закрутилась так, что совсем такая темная ветка. Вот здесь у нас расположена. А вот здесь, видите, она как-то на свет совсем выходит. Красиво получается. Ну, сама фотография достаточно симпатичная и подробная. То есть, если вы, кстати, пишете картину, и там не особо видно, ну, вы предполагаете, какое там дерево, но как-то не особо видно на картинке, можете просто найти себе похожую фотографию и перенести ее. Вам никто никогда не запрещает. Потому что это же ваша картина, вы делаете, что хотите. Еще немножко тени припишем. Здесь тоже немного тени, все равно нужно, хоть это и на свету, но все равно какие-то темные моменты здесь должны быть. Как-то что-то должно быть. Теперь немного по стволу можно пройтись, потому что он на самом деле слишком светлый. Надо его немного увести назад. Для этого коричневый с черным, не с черным, с синим смешиваем. Для того, чтобы создать цвет тени. Примерно так. Сейчас подсохнет, и я к вам вернусь. Итак, тень у нас подсохла, поэтому мы можем цвет немножечко прописать. Для этого нам нужен желтый и немного зеленого. И у нас будет подходящий зеленый. Можно на самом деле немножечко прописать совсем желтеньким. Для того, чтобы показать, что очень солнечная погодка у нас здесь. Совсем чуть-чуть. Он все равно сейчас смешается с тенью немного. И будет то, что нужно. Так. Добавляем везде, где, мне кажется, это нужно. Так. Зеленого. Теперь немного среднего. Немного зеленого, немного среднего. И вот так вот слепится наша кромка из всего вот этого. Здесь тоже можно немножко добавить отдельных элементов. На самом деле, после того, как вы линером сделали, можно выходить за его границы. Это тоже выглядит всегда... Если это оправдано, то есть если это просто как раз вот в деревьях, в растениях, это очень оправдано и выглядит симпатично. Все, оставляем сохнуть, переходим дальше. Вот, теперь мы будем разбирать дуб. Дуб тоже достаточно характерный. Как вы видите, у него очень мощный большой ствол и плотная такая шапка его листвы. И он такой тоже достаточно кучерявый, плотный. Но видите, здесь есть немножечко неба. То есть он не совсем такой плотный, не настолько плотный, как, например, ель, но не настолько жидкий, как сосна. Поэтому его мы будем рисовать тоже немножечко иначе. Давайте его здесь теперь нарисуем, пока будет сохнуть наша ель. Итак, у нас есть ствол. Считаю, что он достаточно мощный, нужно его показать. Тоже это его характерная черта, что у дубов, ну, уже таких сформировавшихся, у них крупный ствол, который, как мне кажется, здесь на самом деле, возможно, разветвляется, но, возможно, нет, но он прикрыт уже шапкой листвы. Итак, нам нужно немножечко обозначить, как у нас пойдет эта шапка. Видите, он достаточно такой низкий, то есть
У него такое расположение, он больше, конечно же, не вверх растет, а вширь. То есть это его характерная черта. Дуб, он такой коренастый, он хорошо стоит на земле, и он такой хорошо раздается вширь, поэтому это его характерная черта. Вот теперь можно немножко больше. Так, прорисовать. И можно обозначить вот эти вот места там, где проглядывается у нас небо. Нам надо не забыть про эти моменты, потому что они как раз-таки хорошо показывают фактуру нашего дуба. То есть они показывают, что у него хоть и плотная крона, но все-таки там какой-то воздух всегда присутствует между листьями. Поэтому мы делаем общую такую. И вот здесь мы оставляем места. Ну, здесь и тени можно прописать. Чтобы вы не забыли, можно тени проштриховывать. Ну, если есть вот такие вот прям конкретные кусочки, где видно, что там будет тень, наверняка будет тень, можно их сразу обозначить. Потому что вот отсюда у нас светит солнце, получается. Ой, вам не видно, извините. Отсюда у нас светит солнце, поэтому как бы тень у нас пойдет вот сюда. Так, здесь тоже небо. Здесь тоже кусочек неба мы оставим. И вот здесь кусочек неба. Здесь будет тенюшка. Линером и вперед цвет. Итак, продолжаем наш дуб. Для того, чтобы мы не забыли вот это кусочки неба, мы сразу их прописываем. То есть первым делом мы берем какой-нибудь оттенок голубого, неважно какой вам понравится. И прописываем вот эти моменты, чтобы мы про них не забыли. Ну, как бы, если у вас небо другого цвета, там грозовое какое-нибудь или закатное, то, конечно, прописываем другим цветом, но у нас здесь как раз-таки чистое голубое небо. Можем прописать вот эти голубые моменты. Далее прописываем наш ствол. Он достаточно темный, за счет того, что он весь в тени, на него вообще не попадает солнце из-за плотной кроны. Поэтому у нас такой. Можно, кстати, немножечко синего ему добавить для красоты. Вот так вот у нас будет. Теперь можем прописывать темные моменты, не касаясь нашего неба, чтобы оно не сливалось, не переливалось. Надо все-таки их оставлять красивыми, такими прописанными. Я постараюсь все-таки это сделать аккуратно. Но если не получится, сделаем паузу, все подсушим. Вы в эту же сделаете паузу, просушите, а потом спокойненько садитесь, дальше работайте. Вот видите, у нас получается здесь есть такой хороший провальчик. Вот здесь у нас есть хороший провальчик, который мы можем сейчас тоже проработать. Вот здесь тоже темно. Вот эти все моменты мы сейчас пропишем. Я смешала несколько зеленых, немного изумрудного добавила. Мы потом еще немножко добавим зеленый с синим, с ультрамарином, для того, чтобы совсем увести все в тень. Так. Здесь описываем этот момент, чтобы они все-таки не встретились. Не хочется, чтобы оно все там слилось воедино. Аккуратненько обходим эти все моментики. И все-таки я дам этому всему подсохнуть, чтобы оно не смешивалось. Потому что иногда красиво, конечно, когда смешивается, иногда оно очень даже не к месту. Все, сушим и возвращаемся.
Итак, пока у меня тут сохло, я все-таки начала уже средним тоном покрывать наш дуб. Вот, получается, по фотографии у нас самая светлая часть это вот это. Здесь у нас больше среднего, и здесь чуть-чуть еще у нас солнышко, поэтому для этого мы будем использовать прям совсем желтый. Сейчас я делаю такой средний тон. Сейчас мы добавим желтенького вот в эти моменты и еще немножко углубим нашу тень. И будем переходить уже к следующему дереву. Так, желтый. Хорошо, если он смешается здесь с зеленым, чтобы он не совсем был желтый-желтый, но все-таки чтобы он был. Пока мокренько, как раз можно добавить больше тени, для того, чтобы оно немножечко все подразъехалось, что оно даст нам тот самый неожиданный эффект расплыва, который нужен, когда мы пишем деревья. Ну, чтобы было немножко больше такой небрежности. Вокруг неба у нас тоже аккуратненько мы обходим все эти моменты. Красивое слово описываю. Неоднозначное. Здесь мы тоже отдельную веточку приписываем. Здесь можно тоже немного вытянуть наружу. Вот здесь тоже можно немного наружу вытянуть веточки для создания жизни у этого дуба. Итак, продолжаем. Теперь у нас на очереди тополь. Самое простое и привычное лично для меня дерево. Посмотрим, чем же оно характерно. Оно характерно тем, что тополь очень высокий, очень узкий, такое длинное дерево. И очень характерно для него то, что ветки у него изначально растут вверх. То есть он прям, вот такой... все у него направлено наверх, и за счет того, что у него нету, вот, например, как здесь, такой шапки из листьев, она не тянет вниз. То есть у него листья распределены равномерно по всей его поверхности. И это получается такой вот как цилиндриком, в общем, он вот так вот поднимается, и внизу он меньше, потом он здесь у него такое тельце как бы его, и потом он все-таки сужается. И плюс все тополя отличаются тем, что все-таки на одну сторону их немножечко клонит. Он почему-то все тополя, которые я видела и фотографии видела, они все немножечко вот в одну сторону. То есть здесь можно плотно нанести контур, а здесь уже немножечко разбить и сделать воздух. Давайте нарисуем его. Сейчас я как-нибудь положу телефон поудобнее. Итак, у него достаточно тонкий ствол. Можно немного прорисовать вообще его, чтобы мы на него ориентировались. Такой вот острый кончик. Сейчас расширяется, а потом опять сужается. А вот здесь вот он расходится. То есть это такая форма у него не на ветру, а постоянная. Вот так растут его ветки. И это, если вы это улавливаете, то это помогает вам сделать очень правдоподобный тополь. Сейчас мы его проработаем. С плотной стороны. Вот так. То есть нужно подчеркивать то, что ветки у него растут наверх. Тут они немножко все-таки отгибаются. Здесь маленькие веточки. Вот так. Теперь вот здесь как раз-таки тоже мы можем немножко прописать голубого неба. То есть, видите, здесь практически его нет, с одной стороны, здесь есть. Вот с той стороны мы как раз-таки пропишем немного голубого неба, чтобы подчеркнуть вот эту его такую странную, но характерную именно для этого дерева форму.
Приступаем к покраске. И самое темное у нас будет внутри. Получается, за счет того, что все веточки у нас сходятся к стволу, то самое темное место у нас все-таки будет здесь, а здесь уже будет немножко посветлее. Но сначала мы пропишем, конечно, небушко, чтобы мы про него не забыли. Вода у меня зеленоватая. Небо у нас тоже получается зеленоватое. Так, я немного прорисую ствола. На самом деле его можно немножко продлить, то есть где-то вот он у нас вроде как виден. Ну так, чуть-чуть наметим. Мы потом все равно его перекроем зеленым. И чуть-чуть прорисую пока зеленым, но потом опять мы дадим просохнуть, чтобы у нас ничего не смешалось. Так, какие-то основные моменты сейчас пропишу. То есть и цветом, и формой мы должны подчеркивать, что в каком направлении ветки растут, как они растут, перекрывают они друг друга или нет. Все вот это является характером дерева. То есть, когда мы подходим ближе, мы, конечно, видим там листочки, цветочки и все такое, ну, как бы мы больше видим подробностей. Но издалека тоже очень много разных характерных моментов, которые мы можем заметить и которые мы можем подчеркнуть, и тогда наше дерево будет узнаваемым, интересным, а не просто шарик на ножке, как обычно прописывают. Ну, когда на заднем плане, то это вполне себе можно, но можно и разнообразить. Можно придумать в каком-нибудь пейзаже, например, если у вас там не особо видно, придумайте, что у вас там есть. Почему нет? Или на фотографии, например, плохо видно, тоже можно додумать. Вы же художник. Так, все, я оставляю, чтобы прописать светлый момент. Итак, продолжаем. И, в принципе, у нас тополь достаточно такой теплый по оттенку, поэтому я сейчас в основном смешаю желтый, такой уже изначально теплый зеленый, и заполню все, что вот у нас тут пооставалось. И потом еще немножко тени, и будем дальше переходить. Дальше на повестке дня у нас береза. Приступаем к березе. Береза у нас достаточно тоже характерная, но, конечно, все знают, что у нее белый ствол с черными точечками и всем прочим. Это, конечно, все знают. Но не все знают и не все помнят даже, как выглядит крона, потому что всегда отвлекаются на ствол. И что характерно? Во-первых, то, что стволы у березы достаточно гладкие всегда. Они очень часто раздваиваются. Ну, это тоже такое достаточно характерное. Либо один такой крупный ствол, либо они растут небольшими стволами, но которые разветвляются. И крона очень разреженная, очень-очень разреженная. То есть видите, насколько здесь много неба. То есть именно у березы она такая воздушная и легкая. Мы будем делать ее, собственно говоря, такой, то есть максимально разреженной. И здесь как бы прописывать будем как раз-таки веточки, потому что их видно, потому что крона очень-очень неплотная. Так, давайте вот как раз эта крона у нас поместится вот здесь. Итак. И получается, стволы у березы тоже достаточно высокие, ну, как не высокие, длинные, в том смысле, что крона достаточно высоко расположена. То есть, если там, например, ну, тоже вот у сосны крона расположена очень высоко, то есть здесь длинный ствол и очень высоко. У дуба все очень низко, то есть все очень грузно, низко. Ну, ель, понятное дело, она вообще вся одна сплошная крона. У тополя тоже достаточно низко начинаются первые веточки. У березы тоже все начинается достаточно высоко. Вот мы где-то наметили здесь. Они как-то тут сплелись. И саму крону мы намечаем очень легко. И если здесь я смыкала вот эти все листву, то здесь мы не будем смыкать. То есть, когда я буду сейчас с линнером работать, то я буду только обозначать, потому что основная масса будет проходить цветом работы. Сейчас мы немножко выше так вот сделаем. Потому что она очень-очень разреженная. Вы же видите, насколько здесь видно небо.
Итак, видите, когда я делаю крону, я не замыкаю все вот эти моменты, а немножечко их просто прописываю, как бы обозначаю, но не замыкаю, потому что, повторюсь, вот эта крона самая разреженная, самая такая легкая, воздушная. Кстати, за счет того, что у нас береза белая, можно вот эти насечечки уже линером прорисовать, чтобы потом на них не отвлекаться. Так, сейчас я убираю карандашик. И мы начнем работать цветом. Итак, за счет того, что ствол у нас белый, то его мы, конечно, немножечко прописываем за счет того, что здесь есть тень от самого, ну, от самой кроны. То есть мы совсем чуть-чуть, но в основном белый цвет пишется за счет фона. То есть, когда вы хотите что-то прям откровенно белое написать, то, что вот совсем белое, то есть оно на свету, на него ничего не попадает, вам лучше написать окружение, тогда белый лист бумаги будет служить тем белым пятном, которое у вас на работе. Я же сейчас чуть-чуть совсем пропишу ствол. Немножко голубого и коричневого я уже возьму. То есть я именно тень вот эту прописываю. Но если бы я писала в пейзаже, конечно же, я тут тень бы прописала, много чего прописала бы, и тогда ствол стал бы совсем-совсем белый. Но у нас здесь задача немножечко в другом. Итак, сама по себе крона достаточно холодноватого такого оттенка, поэтому мы здесь все-таки добавляем изумруда в зеленый. Это я что-то переборщила с изумрудом. И прописываем тени. То есть вот здесь можно совсем маленькими кусочками писать, потому что у нас очень легкая крона, очень мало листьев, поэтому и тени будет не так много. То есть самое основное вот здесь за счет того, что здесь два ствола, они совмещаются в одну крону, и тогда здесь плотность повышается, как бы, но все-таки основная крона, она очень легкая, она очень воздушная, она такая невесомая, поэтому и тени мы прописываем очень тонко, прям вот такими вот совсем маленькими кусочками. Для того, чтобы подчеркнуть эту самую воздушность. Можно вот здесь как раз можно спокойно выходить краской за границы, потому что как таковых у нас их нету. И как бы спокойно вообще можно себя чувствовать в этот момент. Хорошо будет, если вы будете выходить за границы, потому что это будет симпатичнее. Но за счет того, что, опять-таки, крона такая разреженная, но все равно... И, как я уже сказала, тени у нас получаются такие вот тоненькие, но их много, потому что листочков много, веточек много. И поэтому как бы тенюшечки тоненькие, но их достаточно большое количество. И теперь достаточно прописать средний такой оттенок, более светлый. Если тени у нас будут заползать, ничего страшного. Даже хорошо, если они будут у нас перекликаться. И оставляйте обязательно воздух. Здесь должно быть много-много воздуха. В принципе, можно было бы проложить голубой, но я просто не хотела, чтобы у меня было здесь большое голубое пятно. Но можно было бы сначала прописать много неба, и потом поверх писать наше дерево. То есть, если вы будете это делать в пейзаже, то лучше сначала так прилично небо захватить, написать, а потом сверху уже писать березоньку. Так, я сейчас смешаю эти два цвета, которые я брала. И еще немножечко пройдусь. Вот это примерно так должно и выглядеть. Поехали дальше.
Теперь у нас есть такое дерево, как ива. То есть оно, в принципе, очень сильно отличается за счет того, что оно вот такими вот не спадающими гроздьями смотрит вниз. В принципе, это достаточно популярное дерево, и оно много где растет, и оно очень-очень характерное, поэтому давайте теперь его нарисуем. Где-нибудь сверху мы это сделаем. Так. Тут уже практически нет места, но я вмещусь. Итак, ствола у нас тоже здесь практически не видно за счет того, что крона очень большая. И крона имеет вот примерно такую вот общую форму. И, как вы видите, каждая гроздочка как бы имеет свое отдельное изголовье, то есть откуда растут все эти ветки, и потом они не спадают. Вот из таких вот гроздьев, собственно говоря, и сделана вся ива. Конечно, каждую гроздь вы не пропишете, но хотя бы более-менее их наметить. И, в принципе, за счет этого вы поймете характер этого дерева. То есть, видите, такие ступенечки, из которых она... Ну, как бы вот ветка, вот здесь вообще отдельная ветка, с которой это все растет. Вот ветка. Сейчас мы цветом это все покажем. Сейчас я это намечу линером, и мы дальше продолжим с цветом. Итак, на моей картинке ива такая очень освещенная. Это, видимо, она как-то не окружена ничем, поэтому я хочу все-таки прописать вот эти светлые моменты, а потом мы пропишем тени. Итак, для нее я намешаю зеленый и много желтого. Такой очень сочный. И, в принципе, ива по своему характеру, она очень тепло-зеленого такого оттенка. И все, что-то я слишком плотный цвет взяла. Ну, такой средненький будет все равно. В общем, все направление будет вниз. То есть, видите, все мои мазки вниз, потому что все ветки нашей ивы направлены вниз. И как бы мы цветом и мазками тоже это все поддерживаем, всю эту историю. То есть мы, вот видите, обозначили все примерные веточки, которые у нас есть. Так, можно немного прописать ствол, обозначить. Он, конечно, там спрятан, но мы его все-таки обозначим. Теперь я хочу прям откровенно желтого, чистого. И вот в некоторых моментах мы его добавим. Вот такого солнышка добавим. Вот здесь, конечно, его будет больше, потому что здесь ближе всего к солнцу. Здесь тоже есть. Ну, практически на каждой этой гроздочке есть немного солнца. За счет того, что они так расположены, что они как бы раскрываются перед солнцем. Солнце у нас в данный момент где-то вот сверху, чуть-чуть сбоку. И за счет этого солнце попадает на всех, потому что оно как бы не перекрывает они, в общем, друг друга. Пока у нас все такое живое, я хочу и немножко тени. Как-то слишком холодно, хочу теплее. Давайте прямо оставим ее такую тепленькую. Вот так. То есть мы отделяем одну гроздочку от другой. Тенью получается. Тут можно немножко больше, немножко меньше. То есть все ваши движения должны помогать форме дерева. Не противоречить, а прям помогать. Так, внизу у нас, в принципе, темно, потому что вот внизу как раз уже перекрыто самим собой. Такое все-таки больше средненькое возьмем. Так. Вот примерно так. И чуть-чуть совсем темного в нескольких моментах мы тут добавим.
такое темное пятно у нас есть. Еще немного среднего хочу сюда. И немножечко на ствол залезем. Надо немного обозначить. Вот на него так тень уплыла. Ну и хорошо. Все, с ивой мы разобрались. Видите, как быстро. Потому что это очень характерное такое дерево. Оно очень простое, потому что у него все вниз, все вниз. И давайте закончим как раз осенним таким подарком в виде золотистого клена, или это сахарный клен называется. Ну, в общем, очень-очень красный, но он может быть и зеленым, просто вот здесь такая у меня фотография попалась, я не удержалась, потому что очень уж он красивый. Мы его сейчас как раз вот здесь вместим и на этом закончим. Конечно, он кажется совсем игрушечным, но это реально существующее дерево, давайте его нарисуем. Так вот, в чем его характер? В том, что, во-первых, у него очень тонкий ствол и очень много, видите, здесь очень видны ветки. То есть перед этим мы как-то смотрели, практически ни у кого из этих деревьев не было так сильно видны ветки. Плюс ветки у него направлены вверх и такой шапкой раскрываются наружу. И видите, здесь очень много таких моментов, которые выходят, как будто они в воздухе висят. Это тоже очень характерный момент. И мы его сделаем красным, но вы можете сделать его зеленым. Но мне просто хочется немножко цвета придать. Так, давайте мы все вместе его нарисуем. Так, очень тонкий столбик. Ой, столбик, ну, вы поняли. Так, и вот наши веточки. Они вот так потом пучком, насколько я понимаю, расходятся. Вот таким вот, ну, то есть из тонкого-тонкого ствола появляется много-много тонких веточек, которые потом вот так вот расходятся. У нас совсем маленький получится, ну ладно. Вот так вот у нас крона. Так, намечаем крону. Она, видите, тоже такой характерный, как листочек, ну, листочком таким вот. Вот таким он у нас расположен. Как бы. Вот здесь везде веточки, веточки, веточки. Мы их цветом и графикой тоже сейчас подчеркнем. И, в принципе, он такой тоже достаточно неоднородный, с воздухом. Вот видите, здесь ветки такие, которые уходят туда. И они превращаются в практически прозрачные. Здесь тоже прям видны ветки, как они друг друга перекрывают и уходят туда наверх. То есть он вверх и в сторону растет, получается. Ну, то есть как бы чем ниже ветка, тем ниже она, как бы, тем параллельнее она земле получается. Вот примерно так. Сейчас делаю линером и будем цветом, красным цветом все делать. Итак, мы сначала пропишем ствол и ветки, а потом уже займемся основным цветом кроны, для того, чтобы у нас уже был каркас, и нам надо будет после этого сделать перерыв, чтобы все тщательно высохло. Поэтому сейчас мы быстро пропишем все наши веточки. Сразу надо набирать достаточно темный, потому что, как видите, такой очень графичный ствол. Поэтому я немножко даже синего добавлю для глубины. И прописываю наш ствол, ветки. Не все, даже те, которые мы на себе наметили, можно еще добавить. Главное, чтобы они были и просвечиваться потом будут сквозь красные листья. Примерно так. Сейчас я дам высохнуть, мы вернемся.
Итак, я не сдержалась и начала уже средним красным такой, ну, я попробовала, как он будет выглядеть. Итак, у нас самый плотный цвет будет вот здесь, за счет того, что здесь самая большая концентрация всех наших веток. Здесь за счет того, что ветки так расходятся таким веером, здесь у нас уже будет больше воздуха, поэтому, в принципе, я сейчас большую часть заполню таким средним красным, а потом мы уже будем его уплотнять. Ириска, прекрати, пожалуйста! Но старайтесь оставлять все-таки воздух в вашей заливке, то есть не сильно плотно это все заливать, а достаточно прозрачно и так разрозненно, потому что эта крона, она не максимально плотная. Как, например, вот у дуба, у него все очень-очень плотненько. У нас же такая плотность будет только вот здесь. Итак, добавим откровенно желтого. Все-таки он нам понадобится. Вот тут сверху, я, по крайней мере, вот тут вижу. И вот здесь, но здесь у нас сзади такое желтое дерево, которое нас немножечко путает. Ну, ничего, можно сюда добавить желтого, потому что предполагаем, что здесь у нас солнышко. Здесь тоже у нас солнышко нас коснулось. Теперь делаем плотный красный. Прям совсем откровенно у меня алый. И я немножечко рубинового добавляю, он такой с холодцой. И прописываем. Вот здесь я в основном буду работать здесь и чуть-чуть только коснусь вот здесь. Такие вот моменты. Но все-таки остаюсь в основном здесь. Ну и здесь еще немножечко мы еще добавим. Так, теперь мы немножечко углубим серединку нашего дерева. Я смешиваю красный, немного синего и фиолетового. Даже больше фиолетового и чуть-чуть я добавлю бирюзового. Он дает такую интересную глубину. Ну, если у вас нет бирюзового, обычный ультрамарин тоже подойдет. И прям чуть-чуть, чуть-чуть, вот видите, там совсем слегка я добавляю вот эту самую глубину. И чуть-чуть можно добавить и другие части, ну, чтобы показать, что у нас везде здесь есть тень такая темная. То есть если вы вводите какой-то один конкретный цвет, если это не что-то такое прям нужное, ну, в смысле того, что когда у вас предмет специально отдельного цвета, то нужно все-таки немножко разбрасывать по картине, чтобы, ну, определенный цвет, чтобы поддерживалось чем-то. Иначе он будет смотреться инородно. И хочу еще немножко откровенного красного тоже добавить. Вот здесь, чуть-чуть еще. Вот внизу получается достаточно такие плотные кроны, поэтому я их немного объединяю и убираю воздух, который я оставляла, что здесь он нам не нужен. Как бы здесь он хорошо смотрится, а внизу он нам не нужен. Потому что здесь все очень плотно. И вот здесь тоже у нас очень плотно. И немножко сверху тоже можно добавить. Красный. Прям откровенно красный. Потому что где как не в красном клене можно забабахать кучу откровенно красного. Примерно так. Оно подсохнет и будет немножко по-другому смотреться. Надеюсь, вам понравился данный урок. Подписывайтесь, ставьте лайк, приходите еще, будем дальше разбираться, копаться в разных видах растений, деревьев, животных. Будем писать шерсть, будем писать пейзажи, так что заглядывайте еще на огонек, на урок. Все, пока-пока.